Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья. Вот уже 2 года, как я живу в своем деревенском доме и обустраиваюсь здесь потихоньку. О том, что я сделала в своем деревенском доме на участке, я рассказываю в своих предыдущих видео. Если вы их не видели, пройдите, посмотрите. Ну а в этом видео я буду растапливать русскую печь. Немножко вам расскажу, как я научилась ее топить. А также расскажу, насколько легко живется в деревенском доме одной. Ну и также для тех, кто хочет вести такой же образ жизни, как и я, расскажу, на какую работу можно устроиться, чтобы вести такой вот образ жизни, жить в деревенском домике, топить русскую печь, выращивать свой сад и огород. Ну и откуда брать вообще деньги в деревне, на что обустраивать вообще свой деревенский дом, тоже расскажу, открою все секреты вам. Ну а тем временем я здесь растапливаю русскую печь с одной спички. Не сразу, конечно, у меня так получалось, постепенно я привыкала. Методом проб и ошибок у меня выработался какой-то свой собственный способ затапливания русской печи. Сначала я кладу картон, обычно это картон из-под каких-нибудь коробок кошачьего корма. Потом на этот картон выкладываю 6 штук поленьев колодцем. И внутрь колодца каких-нибудь веточек кладу тоненьких, а также кладу туда бересту, березовую кору. Дело в том, что она очень долго горит, как лучина, и именно благодаря ей очень хорошо растапливается русская печь. Еще немаловажным фактором служит то, что дрова должны быть сухими обязательно, потому что если дрова сырые, то их достаточно проблематично будет растопить. Я лично очень люблю топить русскую печь березовыми дровами. Вот здесь вы, кстати, уже видите, как дым поднимается в вытяжку печи. Вот перед жерлом есть вытяжка в трубу. Как раз таки обязательно нужно не забыть открыть эту вытяжку перед тем, как вы будете топить печь, иначе весь дым пойдет в дом. Вот так вот выглядит задвижка у дымохода в русской печи. Если ее не открыть перед растопкой печи, весь дым пойдет в дом, и можно будет задохнуться угарным газом. Поэтому не забывайте обязательно открывать эту задвижку. Кстати, закрывать эту задвижку лучше тогда, когда все дрова прогорят в печи, когда все угольки потухнут. Потому что если вы оставите хотя бы чуть-чуть угольков, то они дадут очень много дыма, угарного газа, и можно будет задохнуться. Поэтому вытяжку я оставляю всегда в русской печи на всю ночь. А потом уже только с утра ее закрываю. Начинает разгораться огонек. Дрова сухие. Там еще картонка я положила. Сейчас вот картон прогорит, он займутся дровишки. Вот. Так, проверка звука. Раз. Может быть, так лучше будет. Так, наверное, нужно снять с себя этот фартук. Вообще, я люблю сидеть возле огня и смотреть на него. Но сегодня мне придется смотреть в камеру, потому что я хочу записать для вас видео.
А вообще он выглядит очень классно. Сейчас попробую показать. Вот такая у меня здесь атмосфера. Очень тепло, очень жарко от печи. И вот такой красивый огонь. Конечно, на другую камеру, которая лицевая, селфи-камеру, я не могу снять такую красивую картинку. Очень красиво смотрится. Я не могу оторваться уже. Друзья, сегодня, пока горит у меня огонь в печи, хочу поговорить с вами откровенно по душам. Без купюр, так сказать. Моя деревенская жизнь, она не совсем типична, как в представлении многих людей, наверное, это заложено. Когда приезжают в деревню, люди обычно занимаются сельским хозяйством, держат какой-то скот, куриц, уток, гусей, кого там еще, свиней, коров и так далее. Я же не занимаюсь сельским хозяйством здесь. Максимум, что я делаю, это сад, огород, что-то в доме. И веду такое, знаете, со стороны, наверное, можно подумать, что я веду такой лайтовый образ жизни в деревне, совершенно не деревенский. Но на самом деле все обстоит немножко иначе. Вроде бы кажется, никакого особо сильного, такого серьезного физического труда я здесь не делаю, но тем не менее, друзья, я очень сильно устаю. За эти 2 года я поняла, что прилично так устаю. Настолько прилично, что это сказывается даже на моем здоровье. На самом деле мне приходится совмещать, знаете, несколько видов деятельности. По ощущениям, это как будто бы я работаю на 3 работах на минуточку. То есть мне приходится совмещать основную работу. Это как в офисе я работаю 5 дней в неделю, по 8 часов, 2 выходных у меня. То есть я сижу, хоть и дома, хоть и в своем доме, на своем участке, но за ноутбуком 8 часов каждый день, 5 дней в неделю. Для тех, кто не знает, что за работа у меня, повторюсь, я работаю контент-менеджером в интернет-магазине удаленно. Как вы понимаете, когда ты сидишь в ноутбуке, ты не можешь что-то делать по дому или по участку. Так вот, друзья, мне приходится совмещать здесь несколько видов деятельности. Как я уже сказала, мою основную работу, заботу о доме, то есть в доме приходится что-то убираться, что-то готовить, обслуживать свой быт, скажем так, простым языком. Также в весенне-летний период я занимаюсь садом и огородом, насколько это возможно, насколько мне хватает моих физических сил. Плюс еще забота о кошках, у меня 6 хвостиков, и за ними часто приходится присматривать, конечно. Они бывают хулиганят, бывают болеют, следить за ними нужно. Например, я всегда на ночь их загоняю домой, я смотрю, чтобы они не оставались на улице, потому что я за них боюсь, у нас здесь водятся рядом лисы, и мало ли что с ними ночью может случиться, да. То есть я постоянно забочусь о кошках, конечно же, убираю за ними и так далее. Плюс я еще веду блог свой, который занимает очень много времени, если честно. Для меня за 2 года ведение блога стало практически второй работой, если честно, да. И блог мне уже приносит достаточно большой доход, даже больше, чем я зарабатываю на своей основной работе. Но поскольку я привыкла не держать яйца в одной корзине, как говорится, да, мне комфортнее иметь несколько источников дохода, и поэтому я стараюсь фигура тут, фигура там, и тут заработать, и там заработать. И благодаря этому, кстати, у меня что-то продвигается по дому, да, вот я окна в этом году вставила, шторы купила, еще кое-что буду делать в доме, чуть попозже в других видео я вам покажу это. Матрас себе новый купила, хочу новую кровать купить, коплю пока на нее. Вот, в общем, много чего еще нужно сделать в доме, поэтому нужно заработать. Тут хочу уточнить, что в современных реалиях заработать на блоге можно только с помощью рекламных интеграций, которые вы видите периодически в моих видео. Эта реклама достаточно хорошо оплачивается рекламодателями, и благодаря блогу, благодаря вам, друзья, то, что вы на меня подписаны и меня смотрите, у меня есть второй источник дохода, за что я вам, конечно же, очень благодарна. Друзья, на меня подписывается очень много людей, которые хотят вести такой же образ жизни, как и я. И очень много людей меня спрашивают про удаленную работу. На какой я работе работаю, как я нашла эту работу, как найти такую работу. Я, кстати, записывала отдельное видео, где рассказывала про то, как можно найти удаленную работу и вообще, как найти работу в деревне. Вот здесь я вставлю обложку этого видео, можете пройти туда и посмотреть это видео. Ну а в этом видео я хочу, знаете, дать вам еще одну идею для заработка в деревне, для удаленного заработка в деревне, благодаря которому вы сможете вести такой же образ жизни, как я, переехать в деревню, купить деревенский дом, обустраивать его и так далее. Но сначала я подкину полежка еще
печь, потому что там догорают дрова, и чтобы он не погас, и мы с вами продолжали общаться на фоне этой красоты. Минуточку. Вот у меня еще есть вот таких вот 2 березовые полежки. Это здорово вообще. Ой, кажется, нам нужна кочерга. Сейчас мы опять настроим красиво, чтобы огонь было видно. Так вот, еще один вариант удаленной работы для жизни в деревне. Я тут периодически экспериментировала с заставками к своим видео. Вы, наверное, видели красивые периодически заставки. Зимой я какие-то делала, весной какие-то, летом. И вот сейчас, даже вот на этом видео, вы видели наверняка заставку с красивой песней. Вот красивый видеоряд, который я сама снимала здесь, в деревне, да, с красивыми видами вот этими. Меня очень много людей в комментариях спрашивали: Наташа, скажите, кто это поет, скиньте мне ссылку на эту песню, пришлите мне трек, скажите, кто поет песню, очень красивая песня. Всем очень нравится эта песня, которая у меня стоит на заставке. Вот сейчас к этому видео я ее тоже поставила, да, вначале вы ее видели. Кто-то даже предполагал, что я сама пою эту песню, что я сама сочинила стихи, сама спела, что это очень похоже на меня, на мой голос. Вы знаете, частично я к этому, конечно, приложила свою руку. Расскажу историю этой песни, как она вообще возникла, да. Раскрою вам небольшую тайну. Это относится, кстати, к заработку в деревне удаленному. Послушайте внимательно. Однажды мне в личное сообщение написал парень, который предложил сделать песню, записать песню специально для меня, для моего блога. И я согласилась. Оказалось, этот парень умеет генерировать песни с помощью искусственного интеллекта. И я подумала, ну, интересный эксперимент, надо попробовать. В общем, он у меня попросил написать ключевые слова, которые я хотела бы видеть в этой песне. И также попросил обозначить, какой она будет, в миноре или в мажоре, грустная или веселая, да. Мы сделали с ним 2 варианта. Одна немножко грустноватая такая поется, эта песня, а другая более воодушевляющая, которую вы сейчас видели на заставке к этому видео, да. В общем, эта песня получилась настолько красивой, и что самое интересное, голос создан искусственным интеллектом, слова как ключевые я сама подбирала: огонь в печи, уют в доме, простор, березы, деревня, свобода. В общем, все эти слова душевные, да, я подбирала специально для этой песни. И мы как бы закинули в топку искусственному интеллекту, и он вывел вот такую красивущую песню. В общем, вот, друзья, я вам раскрыла небольшую тайну своего блога, да. Оказывается, искусственный интеллект приложил руку даже к деревенскому блогу. Так вот, друзья, к чему я рассказала эту историю, да. Вы смотрите, насколько популярной стала эта песня, сколько было комментариев по поводу этой песни, сколько людей спрашивали, и очень многим она нравится. В общем, это можно монетизировать. Смотрите, какая крутая вещь получилась, да, и можно на этом зарабатывать. И я считаю, что сейчас нужно как раз-таки обучаться новым каким-то навыкам, потому что мы стоим на пороге какой-то новой эпохи, мне кажется, когда искусственный интеллект совместно с человеческим интеллектом творит невероятные вещи, создает какие-то удивительные продукты. В общем, нужно обучаться нейросетям, я так считаю, друзья. Я даже сама уже потихоньку начала это делать. Я себе, кстати, на телефон установила Шедеврум. Это такой продукт от Яндекса, по-моему, я точно не помню. В общем, там можно генерировать различные картинки с помощью искусственного интеллекта. И мне эта история очень понравилась. Я иногда туда захожу, делаю там красивые фотографии, красивые какие-то картинки, которые я не могу сама нарисовать. Но если нарисую, да, но на это уйдет очень много времени, сил. А тут я просто ввела текст, нажала на несколько кнопочек, и хоба, нужная картинка у меня уже есть. В общем, да. Ссылкой на свой профиль в Шедевруме я могу поделиться в своем телеграм-канале. Я, кстати, там периодически делюсь красивыми картинками, которые я генерирую для обоев себе на мобильный телефон. Очень красивые, атмосферные там картинки получаются. В общем, зайдите ко мне в телеграм-канал, я там делюсь и картинками, и поделюсь также ссылкой на профиль в этот Шедеврум. Ну и также я хочу вам порекомендовать записаться на обучение по нейросетям. Например, можно начать с бесплатного онлайн-курса по нейросетям в школе Михаила Христосенко. За 6 лет онлайн-школа предпринимателя Михаила Христосенко обучила более 100 тысяч специалистов.
На этом 5-дневном онлайн-курсе по нейросетям вы узнаете, как делать контент для социальных сетей за 5 минут, а также как найти дополнительный источник дохода онлайн, и также как оптимизировать время и успевать намного больше. К слову сказать, работать с нейросетями так же просто, как пользоваться любым поисковиком. Это под силу даже ребенку. Если вы хоть раз делали запрос в интернете, то без проблем освоите и искусственный интеллект. Друзья, поскольку я сама сейчас работаю контент-менеджером, то могу вас заверить, что обучение нейросетям значительно повысит мою компетенцию и создаст мне дополнительный источник дохода. Поэтому я вам тоже рекомендую сходить туда хотя бы бесплатно, посмотреть, что там, как там, узнать, понять для себя. И наверняка вы таким образом, может быть, даже найдете себе удаленную работу. Ну и мечта об удаленной работе и домике в деревне станет намного к вам ближе. Поэтому прямо сейчас регистрируйтесь на бесплатный онлайн-курс по нейросетям по ссылке под этим видео. Так что вот, друзья, прекрасная возможность обучиться нейросетям, их возможностям и зарабатывать удаленно, купить домик в деревне и уехать жить в деревню, вести такой образ жизни, как я. Поскольку я живу одна, я пытаюсь разрываться на все вот эти виды деятельности одновременно. Если бы у меня был муж, например, мне бы было намного проще в этом плане, да. В 4 руки гораздо легче вести быт, заниматься хозяйством, зарабатывать деньги, а тут мне приходится все делать одной. Конечно же, это, друзья, тяжело, как физически, так и морально. В общем-то, мне это не просто дается, я очень сильно устаю, особенно весенний-летний сезон, и я одновременно на все разрываюсь, и морально это психологически очень тяжело, и физически, конечно, тоже. Представьте картину такую, я устаю после всего этого, прихожу домой, открываю телефон, читаю комментарии, и мне там пишут: «Неряха, не помыла окна», там, «Она ничего не делает», «Лентяйка». Друзья, уж кто, а я лентяйка, на минуточку, наверное, уж точно не лентяйка. Уж точно я здесь не расслабляюсь, как на Мальдивах. Я практически как на 3 работах работаю здесь, если честно. И после всего этого читать такие комментарии, ну, конечно же, очень обидно. Друзья, здесь звук у меня не записался, но я расскажу закадровым голосом. Еще бывают комментарии, где меня часто сравнивают с нашими бабушками, дедушками, которые жили тоже в деревенском доме и все успевали. У них там было по 10 детей, коровы, козы, и овцы, и свиньи, и всех кормили, и всех доили, и все успевали и не уставали. Да. Вот так вот мне говорят, от чего ты там могла вообще устать. Но извините меня на минуточку. Если вы сравниваете одного человека, одну женщину с семьей из 10 человек, подумайте головой вообще. 10 человек, конечно же, сделают намного больше по быту, по дому, по хозяйству. Кто-то деньги зарабатывает, кто-то там по огороду что-то делает, кто-то доски стругает, да, то есть в семье всегда все обязанности быта и зарабатывания денег, они распределены равномерно. Я же занимаюсь всем одна, и не нужно меня сравнивать с семьей из 10 человек и с бабушками и дедушками, которые раньше все успевали и все им было под силу. Но, если честно, некоторые комментарии меня просто очень сильно задевают, особенно несправедливые, да, которые вообще ко мне никак не относятся, а люди пытаются как-то упаковать меня в какие-то представления свои обо мне, да, что вот я такая или я такая, вот, и как-то, ну, в общем, я сейчас сижу, вам это все рассказываю, а у меня огонь горит в печи, и это так хорошо. И знаете, все мои сложности, трудности, которые я здесь проживаю, они стоят даже хотя бы вот этой атмосферы, понимаете? Или, например, я сейчас могу выйти из дома, поднять голову в небо и увидеть над собой космос. Я периодически, кстати, делюсь фотографиями ночного неба у себя над домом, где видно большую медведицу в созвездии. В общем, все трудности, которые я здесь проживаю, они стоят того, чтобы вот сидеть, например, возле печи сейчас в своем доме.
Сегодня я хочу в чугунке запечь, сделать пшённую кашу на молоке. Но нужно, пока дрова прогорят, чтобы там угольки немножко подостыли, чтобы каша не сгорела, да, и только потом в теплую печь, когда прогорят угли, ставить, и на всю ночь там будет в чугунной посуде томиться каша. Пшёная очень люблю, я сейчас вот рассказываю вам, у меня прям слюна течет. Это приятные воспоминания из детства. Пшёная каша на молоке в чугунке из печи. Так что вот, друзья, зарабатываю себе на жизнь я сама. Сама стараюсь как-то делать здесь свою деревенскую жизнь комфортной настолько, насколько у меня есть для этого возможностей, способностей, сил физических и моральных в том числе, да. Вот насколько у меня их хватает, настолько я и что-то делаю по дому, по огороду, по саду, по участку и так далее. И я сама себе выбрала эту жизнь, как бы, и я вполне ей довольна. Даже несмотря на то, что физически мне сложно это дается, да, и морально бывает очень тяжело. Как вот я вам рассказала, комментарии иногда такие пишут люди, что вообще я мечтаю, чтобы интернет однажды перестал быть обезличенным. То есть если человек пишет комментарий, то чтобы можно было зайти в его профиль и увидеть, от кого этот комментарий, какая тетенька там пишет, ее фотографии, имя, фамилия, чтобы, страна знала своих героев на всякий случай, да. А то нечестно получается. Блогер, вот я сейчас перед вами полностью открыта. Вы видите мое лицо, вы знаете мое имя, вы знаете очень много о моей жизни, по крайней мере, о деревенской жизни, которую я показываю в своем блоге, да. И это какая-то степень открытости перед зрителем, правильно? И, наверное, нечестно, когда пишет какой-то гадкий комментарий человек, который, спрятался в кустах, скажем так, да, и его не видно. Если так по большому счету посмотреть, то, наверное, у таких людей тоже какие-то проблемы в жизни, раз они пишут такие комментарии. Ой, у меня тут Мася лежит на пуфике, сейчас я вам ее покажу. Вообще, токсичные комментарии – это не самое неприятное, что может быть в жизни блогера, если честно. Ежедневно я пропускаю через себя массу людей, у которых есть свои пороки, скажем так, недостатки, какие-то боли, которые они почему-то отыгрывают на публичных людях и ведут себя не очень корректно, скажем так, мягко говоря. Это тоже требует моральных сил, конечно. В общем, вот, друзья, такая история. Нужно интернет сделать открытым, да, то есть если человек пишет комментарий, пускай будет видно его фотографию и его имя, тогда будет честно и справедливо, да. Сделаем потемнее немножко, вот, чтобы вам огонь был видно. Слушайте, я сейчас сижу в такой атмосфере, и мне прям не хочется даже говорить ничего, просто сидеть и молчать. Давайте посидим, помолчим. Вы знаете, пока я записываю это видео, я еще параллельно записала в свой телеграм-канал, как я его записываю. Ой, слышите, как разгорелся, поленце разгорелось. Прям оно шипит. Слышите, как трещат дрова в печи, так здорово. В общем, пока я записываю это видео, я еще параллельно веду телеграм-канал. И вот я сейчас со своим подписчиком в телеграме записала вот такое вот коротенькое видео, где показала, как топится печь и как я снимаю сейчас это видео. Вот здесь я танцую индийские танцы перед тем, как затопить русскую печь. В общем, у меня в телеграм-канале, друзья, весело. Заходите, подписывайтесь. Ссылку я оставлю под этим видео на свой телеграм. Можно увидеть бэкстейдж моих съемок в моем телеграм-канале. Заходите. Для будущего видео вот это настоящий огонь, смотрите, вот там. Для тех, у кого не открывается большое видео, я вроде его загрузила, но все равно оно такое тяжеловатое получилось. Вот, записываю видео, смотрите, как красиво получается. Вам тоже немножко живого огня. Там кто-то написал: Наташа, как здорово, с одной спички ты зажгла. Да, друзья, я уже приноровилась за 2 года на спички, теперь с одной спички могу разжечь. Ну и дрова еще сухие, конечно. Дрова играют большую роль. Там со мной вообще можно пообщаться, кстати, спокойно в комментариях. На ютубе я не так часто появляюсь. Кстати, в русской печи я уже пробовала делать разные блюда. И периодически я делюсь в своих видеороликах, какие блюда я делаю. Если вы не видели, у меня есть отдельный целый плейлист, в котором я размещаю видео, где я что-то делаю в русской печи, какие-то блюда. Обязательно пройдите на моем YouTube-канале, точно вы найдете такой плейлист. ВКонтакте, по-моему, я тоже такой плейлист сделала, на Рутубе тоже сделала. Посмотрите там.
Друзья, чугунок, пшено, пшенная крупа. Я уже насыпала ее в чугунную кастрюльку. Молоко. В общем, заливаю молоком. Предельно простой рецепт. Заливаем молочком. Ну, где-то такое же количество молока, как и пшенной крупы. 1 к 1 где-то так. Потому что молоко выпреет, и каши будет уже целая кастрюлька. Она набухнет, поднимется. В общем, в молоке она разварится, растомится, скажем так. Разварится — неправильное слово, да. И кастрюлька потом будет к утру полная. В общем, утром я вам покажу, что у меня получится. А пока вот закрою крышку. Это эмалированный чугунок, кстати. Сейчас я его поставлю вот сюда. Здесь уже догорают дрова. Видите, вот уже чуть-чуть осталось. Угольки уже такие, знаете, уже розоветь начинают. Сейчас надо кочергой раскидать полежка. Я пока оставлю здесь, но еще я не ставлю в печь. Заметьте, я просто оставила чугунную кастрюльку. Нужно дождаться, когда прогорят дрова, когда уже таких пламени не будет, таких язычков. И я сейчас кочергой немного раскидаю угольки. Ну нет, она еще не до конца, кстати, прогорела. Но видите, угольки еще вот такие яркие достаточно. Нужно дождаться, когда вот это прогорит. В общем, когда угольки станут розовыми, когда уже можно будет ставить вот эту кастрюльку, причем не на сами угольки, а куда-то в сторону туда. Ну вот чуть даже ближе к краю жерла печи, да, и потом нужно будет закрыть крышкой жестяной. В общем, кастрюлька должна остаться томиться на всю ночь. Но нужно дождаться, когда вот эти языки пламени закончатся. Иначе каша пригорит к кастрюльке. И это будет не очень вкусно. А нам же нужна томленая каша, правильно, а не горелая. Поэтому нужно дождаться, когда языки пламени прогорят. Вот, и когда порозовеют угольки. Но они, видите, частично уже розовые такие. Все-таки нужно дождаться, когда эта полежка прогорит. Так, друзья, самый ответственный момент в этом видео — это взять чугунок, взять ухват, вот такой вот ухват, и поставить наш горшочек в печь. Подальше вот туда. Видите, я не на угли ставлю его, а туда вот в закуток. Рядышком с углями, скажем так. Так. Вот он там у нас будет томиться всю ночь. Вот, сейчас я еще заслонкой закрываю вот так вот. Вот с этой стороны, вот здесь печь. Почему? Потому что вот там дымоход, да, вот в этом предбаннике печном. И кошки, они очень любопытные у меня, могут залезть в этот дымоход. Бусю даже там котят прятала, когда они маленькие были. Мне пришлось оттуда их доставать. Поэтому вот здесь я закрываю печь заслонкой, и кошки не могут туда пролезть, и там достаточно все хорошо. В общем, оставили наш горшочек до завтрашнего утра. Ну а на сегодня все. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.